Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Я тут вижу свою площадку для создания контента. Почему я это говорю? Потому что, смотрите, тут есть нежить, два легендарных героя, это Лич и Некр, и третье, это здесь есть Джакира. То есть мы можем здесь сотворить что-то такое интересное. И первое, то, что я вижу, что мы можем здесь сотворить, как вы уже, я думаю, догадались, это сделать 12 уровень. Потому что здесь еще есть реликвия, аптечка священника. 12 уровень, 5 драконов, 9 нежити, керри, лич. Погнали? Я думаю, стоит попробовать. Ну, надо, понимаете, надо попробовать эту сборку хоть раз реализовать. Может получится. Но если, в принципе, не получится, то, ну, ничего страшного. Тяу-тяу-тяу. Погнали, короче, ребят. Поэтому присаживайтесь все поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего дня. И напоминаю, лайк поставь, обязательно. Поставь свой лайк. Подпишись, если не подписан. Оставь комментарий, если еще не оставил. Ну и, соответственно, сегодня в 6 часов вечера будет стрим, поэтому я всех жду. Давайте запасайтесь вкусняшками, напитками. В общем, до 6 вечера увидимся. В телеграм-канале я, соответственно, еще раз об этом напомню, а кто на него не подписан, то подпишитесь. Ссылочки есть в описании и в комментариях в закрепленном сообщении. Все, давайте, теперь погружаемся в игру. Мне на самом деле сейчас идут шаманы, но и мне не нравится то, что я сейчас половину стола все-таки распродам. Я тут только что думал, хотел бы я рискнуть скипнуть половину стола. Ой, половину стола. Эти предметы хотел скипнуть или нет? Потому что там типа медальон. И зачастую, кстати, стали появляться духи. На секундочку. Ой, духи, жрицы. Боже, я так уверенно. Боже, я так уверенно это сказал. Такой, смотрю на вас, думаю про вот этот медальон первого тира. И говорю такой, духи. Вместо того, чтобы сказать жрецы. Оу. Это намек на то, что мне нужно играть через лустрик? Раз мне так, как бы, жрецы пришли. Я пока что так вот поставлю себе стол. Я в такой стол верю как-то намного поболее. Стол у меня, конечно, не шибко сильный, но пойдет. Пойдет. Ну, там у ребят есть посильнее столы, но некоторые есть послабее меня. Ну, не суть. Какой план действий у меня? Смотрите, до 10 раунда я буду смотреть, я буду выигрывать или не буду выигрывать. Потом после 10 раунда я посмотрю, какая мне упадет реликвия. Лучше всего, чтобы это упала аптечка священника. Помимо этого, я буду собирать себе магов-драконов обычных. Ну и, соответственно, баф людей. Чем быстрее я выйду в 10 уровень, тем, соответственно, быстрее я смогу выставить свой стол. Тем, соответственно, если мне упадет то, что надо, то есть, допустим, это 6 людей, 6 магов, 5 драконов, то, соответственно, я еще буду играть через 6 людей на 20 раунде. Я там, наверное, полностью выйду из инкама. Ну, короче, посмотрим, как я буду делать. Но план пока что такой. Дожить до 10, после 10 смотреть, что будет. Но пока что мне мой стол вообще не нравится. Что-то как-то, ну, пахнет. Ну, некрасиво пахнет так, невкусненько. Невкусненько и грустненько. Хотел бы я, конечно, ранний баф людей получить. А может вообще сейчас забить и просто вот поставить жрецов, выйти в 20 монет. Хотелось бы мне, конечно, баф мехов гоблинов, но для этого, для того, чтобы выигрывать, мне надо тинкер. Взял клевер. На самом деле, скорее всего, это ошибка, то, что я сейчас прям взял клевер. Скорее всего, нужно было бы, ну, другой какой-то предмет взять. Короче, я взял клевер, потому что я хочу попробовать еще и панду реализовать. Вот хочется мне. Ну, вот хочется и все. Ну, вот хочу контент с пандами. Серьезно. Хочу контент с пандами. Я думаю, что вы тоже хотите контент с пандами. 100% в это уверен. Кстати, по-моему, выиграл раунд. Хорош. Чисто Тинкер порешал. Ух ты. А это неплохо. Это очень даже неплохо. Так, один парень играет на лустрике. Играет через панду. Хорошо. Проверяем. У него там сейчас нету клевера. Сколько панд он по итогу вытащит? Я думаю, очень много панд он вытащит по итогу. Даже не имея клевера. А я буду иметь клевер. Буду пытаться играть через эту панду. И я получу что? Правильно. Дулю с маком. Да. Не знаю, последним временем я вот делаю все для того, чтобы сыграть на пандах. И вот мне падает ранняя панда. Я закидываю в двух этих панд по клеверу. Молюсь богу рандома. Приношу все в жертву. Вот полностью всю игру в жертву богу рандома приношу.
мне так панды жестко не падают. Зато мой противник рандомный какой-то там, Вася с какого-то там места, просто спокойно берет, находит себе миллион панд. Миллион панд. Без клевера, без ничего. Даже собирает уже в 3 звезды кого-то. Ну, короче, стандарт. Стандарт. На первом месте хорошо ему сейчас поприходило. Ну, пока нету тинкер, то, в принципе, и плевать. Поставил, если что, немного жрецов себе на 4 уровне. Ну, почему бы и нет. 6 хп пока что потерял. Если бы я был не уверен в своем стиле прям на 200%, то я бы еще меньше бы, вот, точнее, еще бы раньше поставил себе жрецов. Но что есть, то есть. Если что, я не оскорблял Васю. А то мало ли, кто-то подумает, что я решил оскорбить Васю. Нет. Это просто, ну, как-то звучит лучше. Сейчас закапываюсь в могилу. На самом деле давно контента с Марси не было. Согласны? Может попробовать записать контент с Марси? А ну-ка, напишите в комментариях, что думаете на этот счет. Как я много денег сейчас потратил на эту Марси. НДК там уже нашли. Нового героя. Но мне кажется, что нужно будет попробовать все-таки как-то контент с Марси записать через синергию кунг-фу. Знаете, по старинке. Синергия кунг-фу эльфы, либо же синергия кунг-фу плюс духи. Вот с духами на самом деле прикольно из-за того, что, во-первых, у тебя есть защита какая-никакая. А во-вторых, у тебя есть ваншоты и отхил от синергии чернокнижников. Все, 50 монет у меня есть. Надеюсь на то, что мне сейчас уже в скором времени придет баф людей. И все-таки хочу, чтобы не упала аптечка священника на 10 раунде. Упадет мне аптечка священника на 10 раунде, мы сможем сделать все идеально. Знаете, вот как по фэншую. Чисто по учебнику, от А до Я. Жреца вот этого зомбаря вообще не хочу продавать. Серьезно. 9 раунд, кстати, у меня 50 монет. Можно было бы, конечно, лучше, но и так пойдет. И так пойдет. Мне, в принципе, плевать. Панда, правда, не пришла ко мне еще ни одна. У меня есть клевер, зато панды нет. На первом месте винстрик имеет, но денег не имеет. Но зато винстрик имеет. Кстати, там из-за того, что есть чел еще один, который играет на лустрике, мне надо немного... Короче, что только что произошло. Я специально убрал Тинкера, потому что ко мне должен был приходить сейчас вот этот парень, который играет на лустрике. Так вот, из-за того, что он вылетел в моменте. Автоматически, у него, скорее всего, стояла настройка автоматического выставления, и ему автоматически выставился Хускар. И по итогу я там 100% проигрывал раунд. И мне нравятся такие подгоны. Спасибо ему огромное за то, что он просто слил мне раунд только что. Ой, наоборот, я ему слил раунд. Ну, короче, вы поняли. Я по итогу остался в выигрыше. Поэтому, ребят, запоминайте. Перед тем, как начать играть, вам нужно настроить игру. Убрать вот это автоповышение, автовыставление и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Но есть один момент. Не знаю, кто встречался с таким багом, напишите в комментариях. Бывает такое, что вы начали игру, и на первых раундах у вас заблокирован полностью стол. Ну, в целом, на всю игру заблокирован стол, но я так сказал, на первых раундах. Потому что дальше вы уже начинаете какие-то предпринимать действия. Выходить из игры, перезаходить и тому подобное. Сейчас расскажу, секунду. Надо сейчас тут порешать будет. Так, хорошо. Цемочка в 2 звезды пойдет. Аптечка моя родненькая. Так, уже есть 2 человека, которые взяли аптечку. Меня это ни грамма не радует. Но стол у меня слабоват. Бафа людей, к сожалению, пока что нету. Надо сейчас будет максимально внимательно смотреть на все происходящее. 3 аптечки уже в игре есть. Вот тоже, многие люди берут аптечку священника, но многие ее используют неправильно, я бы так сказал. Панды до сих пор нет, кстати. Клевер проставит. Сейчас проиграю раунд, я активирую себе аптечку.
И буду максимально получать в табло, но при этом баф людей нужно еще будет получить обязательно. Аптечку, короче, беру вот так. Вот. Отлично, все, проиграл раунд. Короче, в начале бывают такие лаги, когда ты не можешь ничего сделать на своем столе. И чтобы этот лаг решить, этот баг, тебе нужно выйти полностью из игры и зайти заново. Так вот, кто сталкивался с таким багом, напишите в комменты. Потому что я не знаю, как намного быстрее это решить. И вот к чему это вообще сказал, это к тому, что в настройках вот это автовыставление может в этот момент зарешать, чтобы вы первые раунды не проиграли. Вот к чему это все говорил. Ну, я думаю, вы и так это поняли прекрасно. Что автовыставление можно, в принципе, в настройках быстро выставить, ливнуть из игры и обратно заходить. И, соответственно, бот автоматически выставит все фигуры, которые необходимы под этот раунд. Купит их, соответственно, и выставит. Так что вот. Кстати, хорошие у меня сейчас предметы упали. Прям под прокаст магов. Ничего себе у тебя стол, молодой. Раз, два, три, четыре. 4 двойки, причем еще и Хускар 2 звезды, понимаете? Ему сейчас не хватает только Тинкера 2 звезды. Оп, новый герой. Сюда. Сюда. Сюда эту прикормку. На такое я согласен. На самом деле у меня сейчас идеально все. Не, ну, можно было бы, конечно, чтобы было намного более идеально. Это то, что на первых раундах 5 аптечек. На первых раундах мне бы упал баф людей. Я вот, допустим, с раунда так 3-го, 4-го бы уже бы сидел с бафом людей и кайфовал бы. То есть при этом я играл на лустрике, получал бы в лицо, но при этом у меня было больше всего опыта, и я просто космически бы вырос, понимаете? Я бы был огромедным. Тут Кунка уже нормально там. Хорошо играет. Так, ну здесь я выигрываю, потому что тут парень вообще в хардкор ушел. Поставил себе 2 жрецов и 1 панду, и все. И делайте, что хотите с ним. Но я-то знаю, что я с ним буду делать. Я его буду сносить, аннигилировать, уничтожать. Пак пришел, хорошо. На самом деле, сейчас у меня все хорошо. Хочу ДК. Хочу ДК, Кунку. Чтобы у меня просто был сильный стол, чтобы вот на мобах чувствовать себя еще более уверенным. Тут, кстати, тоже чел собирает себе мага драконов. Но я на самом деле хочу попробовать все-таки вот эту вот тему 5 драконов, 9 нежити через Кириллича. На бумаге это выглядит прикольно. А вот как оно будет в реальности, это мы посмотрим. Потому что под Лича нужно целых 3 предмета с такой сборки. Это магическая призма, посох 3-го тира и, соответственно, агоним. Чтобы намного больше чайники эти летали и намного больше урона было. Ну и, соответственно, когда будут умирать чувачки вражеские, там будут появляться нежить. И когда Лич останется на 1-1 с кем-то, он ничего не сможет сделать. Вот это я понимаю подгон. Вот это я понимаю хорошо, мне сейчас пришло. Так, в котла закидываю все предметы, чтобы он просто летал и кастовал. Так, тебя поставлю. Вот Апака еще поставлю сверху. Все, хотя нет, жреца поставлю, чтобы отхил был. Все-таки в отхил я как-то верю поболее. На самом деле у меня сейчас... Тьфу-тьфу-тьфу, но у меня все шикарно. Если мне еще и Котл придет ранее, с Кункой в 2 звезды, то там забейте, там игра настолько легко пойдет. Вот знаете, я когда играю через баф людей и драконов, то у меня почему-то какая-то, не знаю, то ли проклятие, то ли что. Ну, мне не идет ранний Котл в 2 звезды и ранний Кунка в 2 звезды. Какой бы танец Будом я не делал, тупо не идет и все, хоть ты тресни. С чем это связано? В душе не чаю. Как это пофиксить? Тоже не знаю. Хотел бы я это пофиксить на самом-то деле. Но чего не могу, того не могу. Леончик пришел. Блин, Леончик это хорошо, но нет. Как-нибудь в другой раз, Леончик. Так, ставим жрецов. Хотя жрец у меня уже этот есть один. Потому что у меня есть новый герой. Что у нас тут? Барабан войны и кристалл маны. Вроде бы как бы хочется взять этот барабан войны,
Кстати, Чулу, походу, то ли не фартит, то ли что, у него только один нефритовый генерал пришел. Можно ему немного посочувствовать. Возьму, короче, барабан войны. Вот так вот закину все предметы, пусть будет. Клевер уже убираю, панды нет все равно. Ну, возьму медальон. На всякий случай возьму медальон. Может, там кто-то соберет себе жрецов. Ну, конечно, маловероятно, но такое бывает иногда. Что ребята начинают там жрецов собирать. На самом деле... Need reinforcement? Аж... Вы видели, сколько Кунка нанес урона? Просто из-за того, что был дебаф нового героя, Кунка закинул свой корабль, корабль нанес урон по всем, и они вместе с котлом сделали свой прокаст, и весь стол сдох за секунду. Да. Обломал он мне малину немного. Обломал. Тут я, по-моему, тоже выиграл раунд, да? Ну да. Да. На самом деле, я хочу себе косу. Я хочу себе косу, если сейчас он не проиграет свой винстрик. Я надеюсь, что на 20-м раунде мне пойдет коса, а мне упала ДК. Еще сверху. Вообще шикардос. В общем, хочу, чтобы мне упала коса. И я хочу этот винстрик забрать. Очень хочу. Я, короче, пока нежить продам. Я лучше выйду в деньги. Как можно быстрее, как можно побольше. Чтобы быстрее уровень себе брать, понимаете? Я думаю, понимаете. На самом деле у меня так много хп. Несмотря на то, что я постоянно играю сейчас через лустрик. У меня очень много хп осталось. У меня 56 хп на секундочку. 56 хп, при этом я через лустрик. Еще и баночки не юзаю. А если баночки заюзаю, сколько у меня будет хп? Миллион? Блин, это, кстати, интересно. Может, нового героя попробовать под свою сборку сделать это? А ну, помещается? Получается, 2 дракона. По-моему, не помещается. У меня полный баф людей, походу, будет сейчас. Да, у меня полный баф людей. Ай, красота. Ой-ой-ой, что сейчас будет, ребятки. Сейчас на 10-м раунде я выставляю себе... Ой, на 10-м, на 20-м раунде я себе выставляю полный баф людей. Дальше просто выставляю свою сильную сборку. Если у меня еще придет Котов 2 звезды и Кунков 2 звезды, то там забейте. Там такая вакханалия начнется, что я буду всех разносить. А если мне пойдет еще и коса, то я возьму эту косу и с удовольствием заберу винстрик, который для меня готовится. Тогда мне баф 6 людей вообще не нужен будет. Но это уже такие, это мечты. Мечты, потому что у нее там стол довольно-таки сильный. Богов можно было бы, конечно, поставить. Так, Свена нашли. Ну, Свена мы не опасаемся особо. Свен это такое. Вроде страшно, но не страшно. Так, а вот так вот предметы закину. Хотя... Так, чуть-чуть уровня взял, 48 надо. Я закинул сейчас все предметы в Лину, потому что Лина самая дамажная. И я очень надеюсь, что сейчас она будет закидывать свою лагуну в Агра, который будет под проклятием нового героя, чтобы урон разделился. Можно на самом деле взять Рубика, потому что есть здесь Хан. Ну да, Лина кастует удачно, я бы сказал бы. Ну, в принципе, я и так забираю этот раунд. Можно было бы, конечно, знаете, сейчас как поступить? Выйти полностью из инкама. И чтобы у меня уже кусок опыта полетел на следующий раунд. Ой, уже на 11 уровень. Мне упала Мамора. И вот теперь у меня есть такая вот загвоздка. Что делать с Маморой?
На самом деле есть одно такое легкое решение. Это тупо взять сейчас, закинуть в Мамору нового героя, и чтобы он просто рос. И попробовать собрать его в 3 звезды. Я думаю, будет неплохо. Я как раз давным-давно хотел проверить нового героя под драконами. Драконами-магами через сильный прокаст. Хотя, наверное, это я ошибку сделал. Ох, какой в каком я замешательстве сейчас, делать это или не делать? Ладно, подождем чуть-чуть. Чуть-чуть подождем. Чуть-чуть буквально так, чуточку. Маленькую чуточку подождем. Спешить не буду. Кстати, выйду сейчас из инкама, потому что этот раунд я выиграю. Отлично. Сейчас я столько опыта получу. Надо было такое все-таки провернуть на 20 раунде. Взять себе 10 уровень, и чтобы уже кусок опыта полетел на 11 уровень. Я бы сейчас уже имел, ну, больше половины опыта. Хорошо. Marine clan for dinner? You know nothing about drawing agate. Темпларка. Ну, темпларка мне не нужна. Так, дракончик. Легионка. Дракончик. Так. 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 О, красиво. Так, нового героя пока не трогаем. Легионка мне не нужна. Такое себе. Сейчас надо будет, кстати, будет предметы себе еще переделать. 2 нежити возьму уже заранее. Так, предметы вот так вот. Так. Хорошо, посох 3. А что это за подгон такой? Все, дальше мне нужно Аганим искать. В первую очередь мне сейчас нужно будет найти Аганим. Как только найду Аганим, дальше можно будет искать предмет 3-го тира. Потому что Аганим слишком много дает. А я могу очень много потратить предметов на поиски 3-го тира. Короче, я могу очень много предметов потратить на то, чтобы пытаться найти себе предмет 3-го тира. Это магическую призму. Намного невыгодно, короче. Выгодно сейчас найти Аганим. Как минимум, Аганим зайдет почти под любую сборку. Гримтачи не особо хочется скипать, но хочется Леончика, если честно, взять. Хочется прям. Но пока такое. Не буду спешить. Кому мне это кольцо закинуть? Может, в Рубика или Вайпер. Пусть в Вайпере будет, пусть прыгает. На самом деле у меня сейчас довольно-таки сильный стол. Там есть, конечно, антимаг неприятный. Еще и омник неприятный есть, кстати. Вот это вот плохо, то, что омник есть. Ну, или неплохо. О! Чел там баночки юзает. Минус 14. Сюда. Яйцо. О, как. Ладно, короче, мне не идет сейчас легендарная фигура никакая. Буду немного усиливаться. Закинул сейчас, если что, нового героя в Мамору. Хочу попробовать все-таки Мамору сделать, точнее, это нового героя сделать в 3 звезд и закинуть под свою сборку. Я думаю, будет красиво. Вот мне хочется протестировать хоть разок нового героя под сильный-сильный прокаст. Как это будет и все такое. Ну, по идее, у меня сейчас самый сильный стол. Да, там сбили чуваку Винстрик. Рыцари древние. Я надеюсь, этот винстрик он для меня поддержит, чтобы я забрал этот винстрик. Очень на это надеюсь. У меня еще и Рубик, кстати, стырил скилл хитреца. А можно я буду... сюда. А можно я начну уже выигрывать? На своем столе, на своей доске. Сейчас я, конечно, с мобами буду драться, но все же. Можно было бы немного раньше выигрывать на своей доске. На самом деле, если бы мне фартануло, и я выиграл несколько раундов только что на своей доске, то я бы уже был бы 11, почти 12 уровень. Так, новый герой потихоньку растет. Ну, у меня что-то есть подозрение, что нового героя я не соберу в 3 звезды никак. Там, кстати, Свена собрали в 2 звезды. Неприятно. И, кстати, закину сейчас, если что,
в Лину все предметы, потому что Лина будет кастовать лагуну, и очень много урона будет накидываться от этой лагуны. То есть на мобах я делаю это так, чтобы Лина именно в таргет цель намного больше и быстрее забрала всех. 1400 урона в таргет цель лагуна, плюс еще и минимальная КД у этой лагуны. Может, котла получится в 3 звезды собрать. Плащ-пальто. 11 уровень. Сюда. ДК идет. Может, ДК на сдачу собрать в 3 звезды, а? Ну это мед. Да, предметы, конечно, ну, мягко сказать, так себе. Поставил себе сейчас, если что, немного богов, чтобы у меня было меньше КД на способностях. И надо рынуть предметы, если честно. Может, кстати, в этой игре получится у меня сделать 5 драконов, 6 богов. Что тоже довольно-таки сильно. Если, конечно, будет здесь. Против кого делать. Если что, я сейчас предметы на магическую защиту оставляю, так как против меня есть чел, который играет на мага-драконах тоже. Импресску раскрываем, деньги получаем. Марса некуда поставить пока что. Обалденно, кстати, мне легендарные фигуры падают. Ну, типа классно, но не те, что надо. Немножко другие мне фигуры надо. Аж глаз чухается. Так, ну, кстати, маг-дракон там слабоват. А вот это проблема. Там Свен, если что, сейчас огромный. И у него щит 5-го тира есть. Для меня это катастрофа. Это будет жестко. О, Джакира. Сюда. Это нам надо. А вместо кого? А я не знаю, вместо кого. Вместо Вайпера можно, в принципе, сейчас закинуть будет. Ладно, ищем Аганим. Ищем Аганим. Хекс. Но Хекс надо брать. Там все-таки есть у противника моего Свен 2 звезды. Это неприятно. Чел на 9 уровне себе спокойно нашел там Лича. Кайфует. И, кстати, вместо Виверны закину. Вместо Виверны... Хотя не, вот так сделаю. Может, 9 магов поставлю. Короче, почему я так сейчас возмущаюсь? У этого Свена есть щит 5-го тира. Весь мой проказ, который у меня есть, он может мне спокойно его вернуть сейчас. Вообще, на одном дыхании может спокойно вернуть. Хотя можно, знаете, поставить... Можно поставить Фулгорн будет. Все, у меня новый герой больше расти не будет. Надо пару раундов выиграть. Так, этому челу сбили винстрик. Кто посмел? Кто посмел забрать у него винстрик? Негодяи. Чел там... Ну, он огромный. Он очень огромный. 2 Свена упало. А можно это будет 2 Лича, пожалуйста? Омник. Омник это, конечно, круто. Куда его засовывать, этого Омника? Можно узнать? Куда засовывать этого Омника? Ну, вместо цемки, кстати, поставлю. Лич. Лич! И инвокер. Пока беру Лича. Некуда его ставить сейчас. Из-за того, что я ЦМ-ку продал. Ну, в принципе-то и плевать. Я, на самом деле, сейчас этого Свена очень жестко опасаюсь, потому что этот Свен может меня спокойно разнести. Мне нужно по-любому будет, скорее всего, ставить Горн, чтобы просто переживать его. Ну, и я надеюсь, что Лич довольно-таки быстро придет мне в 2 звезды. И надеюсь, что Хекс не будет лететь в моего котла. Хотелось бы, по крайней мере. Так, мне надо пару раундов всего лишь выиграть. Либо один, либо пару. Так, кунку я буду продавать. Не буду собирать его в 2 звезды. В любом случае буду жертвовать. Я буду пытаться все-таки вот свою задумку реализовать. Это 9 нежити и 5 драконов. Глаз чешется, капец. Что-то как-то не хочет идти мне, Лич. Кунка.
Ладно, яйцо пока попридержу. Хочу подлеча все-таки оставить это яйцо. И возьму кунку все-таки, никак. Кунка слишком хорош, чтобы его... Ну, я все-таки зря продал того кунку, надо было собирать его 2 звезды. Все-таки это стан, это контроль, это магический урон. Так, 12 есть, яйцо есть. Хорошо, 4 бога ставим, ставим. Боже, как там Свен живет? Наверное, Горн надо будет поставить все-таки. От Омника нет никакого проку против такого Свена, потому что он будет бить чистым уроном. Против остальных есть прок, но не особо. 4 бога сейчас дадут мне что? Это очень много каста, спама способностей. Но от Омника на самом деле реально нет особого прока. А что-то типа, как бы, Лич будет. Ставлю Горн. Кто вдруг не знает, почему я так делаю, то на самом деле все просто. Я это делаю чисто из-за того, чтобы Свен вражеский бил Горн. Там у Свена минимальная сейчас скорость атаки. И пока он будет бить этот Горн, я, соответственно, смогу ему накидать в табло. Ну, у него, конечно, там щит 5-го тира есть. Это для меня неприятно. Он, кстати, тоже себе поставил Горн. Ну, хорошо, я играю пока что сейчас через прокаст. Будет очень хорошо, если мне еще и Лич упадет. Так. Я возьму реликвию яиц. Реликвия яиц пригодится. Опять Омник идет. Ты посмотри на него, а. Еще и Некр идет. Так, Никса берем. Некра апаем. Некра, кстати, мы можем поставить вместо Лины. Либо же можно было бы поставить 4 бога, кстати, вместо Лины. Что-то я как-то за этот момент совершенно забыл, что мы так могли сделать. Ну, ладно, забыл и забыл. Посмотри на него, новый герой вообще не хочет расти. Ни в какую. Блин, и до предмета 5-го тира не дотягиваюсь. Надо чуть-чуть предметов, чтобы дотянуться до предмета 5-го тира. Мне магическая призма надо. И агоним нужен. Но больше всего мне нужен агоним все-таки. Я думаю, меня этот Свен сейчас порвет. Огромный Свен. Да вот, кстати, он ко мне и пришел. Оп. Оп, смотрите. Смотрите. В Горн. Ну как, дорогой? Как там Горн? Как там пробивается? Жестко? И я считаю, что это жестко. Ай-яй-яй, 5 хп осталось. Печально. А что-то типа Лич в 2 звезды придет сегодня? Понял. Лича в 2 звезды сегодня не ждать. Короче, нового героя надо тоже скипать. Спасибо тебе, новый герой, что ты так хорошо подымался. Просто с колен на пузо. Пока что вместо Лича поставлю инвокера. В инвокера я намного больше верю. Инвокер это прям то, что доктор прописал. Не знаю, новый инвокер мне идеально нравится. Просто такой сильный герой. Не передавать словами, насколько он сильный. Сейчас, кстати, я немного местами поменяю героев, потому что мне главное, чтобы сейчас вражеский Свен снова прыгал в этот Горн и получал там в табло. Ой, хорошо, только что полетела коса. Правда, маловато урона все равно не нанеслось. Ну, ничего страшного. Минус 29. А что-то типа Лич. Ну, может, Лич? Пожалуйста. Хочу Лича. Беру, кстати, Вайпера сейчас. А, все равно не хватает. Хотя, не, Вайпер мне этот не нужен особо. Ну, пусть будет этот Вайпер. Почему так? Потому что, смотрите, этот Вайпер может плюнуть в Свена. Ладно. Забудьте все, что я говорил. Обойдемся без Вайпера.
Да, а чё у меня 950 из 980 хп у Лича? Может кто-то объяснить мне, как это произошло? У меня там на Личе показывается 950 хп вместо 980. Ладно. На скамейке урон получает. Уи, просто смываю всех. Ну да, как я и предсказал, я останусь 1 на 1 со Свеном. Лича я так и не найду. Ну, давай гоним хотя бы, пожалуйста. Щит 5-го тира, это, конечно, хорошо. Но... мне некому танчить щитом 5-го тира. У меня есть гениальная идея, ребят. Смотрите на 10 тысяч IQ move. Проверяйте. Это сейчас будет легендарно. Беру Никса, ставлю под 4 богами. И сейчас все, кто будет меня бить, в этого Никса будет получать обратно свой урон. И Свен, если, конечно, щит 5-го тира не прокнет, то Свен умрет. А, кстати, а Свена он поменял местами и прыгает прям под меня. А это плохо. Это очень плохо. Но у него же меньше половины хп, и это хорошо. Главное, чтобы у меня сейчас Никс не сдох. Смотрите, реализуем Никса. Никс на 1000%. Ваншот. Ну что ж, бывает, и еще раз бывает. Ну что поделать. Помянем молодого на Свене. Шансы были. Щит 5-го тира не сработал, зато гарантированные карапасы Никса сработали на 200%. Не, Никс имба. Ну вот, скажем так, показал, как можно еще использовать Никса в магах-драконах и как в целом можно использовать этого Никса. На самом деле этот Никс, он работает не только против такого Свена, он работает против магического прокаста, против вас. То есть вы делаете себе, допустим, какого-то там керри котла условного, либо Зевса, да, и в это время вы просто ставите себе вот такого вот Никса под 5 драконами. Никс кастует свои карапасы, и все, что будет прилетать в этого Никса, будет 100% возвращено, еще и стан сверху нанесется. Ну, в большинстве случаев, если играется через прокаст, это, скорее всего, летальный исход будет, и все. Хорошая игра. Получилось прям хорошо. Жалко, конечно, что у меня не получилось собрать 9 ниже 5 драконов, но вы сами видели. Лича не было, был некор. Лича, вот не знаю, это какое-то проклятие. Серьезно, какое-то это проклятие. Я не могу собрать такую сборку. Вот не идет Лич. Вообще не идет Лич, ни в какую. Все идеально будет, Лич не придет. Никак. За 250 тысяч раундов не придет. Даже если бы у меня было 200 монет, я бы их полностью сролил, получил бы я дулю с маком. Как-то так. В общем, что думаете по поводу этой игры? Напишите в комментариях. Не забудь поставить свой лайк и подписаться на меня, если ты до сих пор еще не подписан. И у моего канала есть телеграм-канал, который закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.